Всем привет, друзья! С вами Руслан Усачев, и есть такие вещи, которые лично мне не очень нужны, но их почему-то очень хочется иметь. Например, учитывая, что большинство инструментов сейчас аккумуляторного, пневматический инструмент не особо-то и популярен, соответственно и компрессор. Однако компрессор не только питатель пневмоинструмента воздухом, но и в целом полезная в хозяйстве вещь. Например, продуть что-нибудь, очистить или быстро накачать колесо. Примерно так я себе оправдываю покупку этого аккумуляторного компрессора от DeWalt. А не забыл ли ты подписаться? Давно себе хотел именно маленький компрессор для всяких таких вот хозяйственных нужд. И наконец-то решил купить именно обновленную версию от DeWalt, потому что он всего весит 10 килограмм. Вот он, красавец. В коробке больше ничего нет. Очень компактный, 9,5 литров у него ресивер. Вот такой защищенный со всех сторон. Смотрите. То есть на него, если что-то упадет или там заденет, ресивер, скорее всего, будет цел. Это обновленная версия компрессора, которая покажет себя лучше, если вы будете использовать более мощные аккумуляторы FlexVolt или PowerStack. Хотя, я думаю, на самом деле, какая-нибудь 8 или 10 тоже покажет себя очень хорошо. Якобы на 80% финишных гвоздей вы забьете больше, если будете использовать FlexVolt. Компрессор сделан в США. Как я сказал выше, с компрессором не идет вообще ничего, никаких шлангов и наборов, поэтому их я купил дополнительно. Сейчас покажу какие. Покупал оригинальные. Вот такой вот шланг от DeWalt. И вот такой набор базовых принадлежностей. Ссылки на все оставлю, конечно, в описании. У меня есть 12-ка, поэтому я буду использовать ее, но использовать можно вообще любой аккумулятор. Любой 18-20 вольт, я имею в виду. Давайте поближе посмотрим на обновленный немного дизайн, шрифты и новую стилистику компактного компрессора от DeWalt. Вот так двенашка сюда отлично заходит. Общий вес где-то 10,5 килограмм, 10,5-11. Органы управления, кнопка питания и автоматический манометр. Ну, клапан, понятное дело, также имеется. Мне достаточно будет 130 PSI, поэтому так и установим. Поехали! Пока компрессор жужжит, я уже собрал себе базовую насадку, но хочу вам показать следующее. Посмотрите на подвес аккумулятора, он защищен от вибраций. Наборчик вполне себе пригодный. Все, что нужно, было у нас в комплекте. Быстрые разъемы, нужные диаметры, все есть. Шланг тоже по качеству DeWalt-овский оригинальный, весьма неплохой. Уплотнил то, что мог. После этого компрессор более или менее давление держит. В узлах основные утечки. Я слышу, они совсем чуть-чуть присутствуют, но это не страшно. Как видите, он не включается пока, по крайней мере. Итак, этот регулятор у нас отвечает за то давление, которое мы имеем на выходе клапана. То есть, вот, например, 30-ка или 100-ка. Ну или 120 у меня будет в основном стоять. Это прям именно то, что я хотел. Мне нужно было почистить, продуть перед сезоном радиаторы у машин. Поэтому вот прям идеально. Маленький, легкий и аккумуляторный. Но есть у меня вопрос. Сможет ли он вытянуть, как заявляется, аккумуляторный вот этот вот финишный нейлер? Давайте это сейчас с вами проверим. Модель этого нового нейлера я также напишу. Это немного улучшенная моделька по сравнению с предыдущей. Понятно, что он будет работать от компрессора, но давайте посмотрим, какой темп выдержит этот компрессор. Шпильку буду использовать 5. Итак, давайте пробовать. Сначала одиночный режим. Меня интересует прежде всего темп. Обращайте внимание на манометр при каждом выстреле, чтобы понимать, как вот эти 9,5 литров соотносятся с вашими нуждами. Теперь переходим в автоматический режим и посмотрим, хватит ли у нас компрессора, если мы просто будем работать так быстро, как мы этого хотим.
Стоп! Нет, не сможем. В таком темпе мы работать не сможем. Посмотрите, пошел недобив. Видите, да? Некоторые гвозди не добиты, потому что давление упало до половины желаемого. То есть пистолет работает на полную при 120 PSI. Здесь у нас только 60 там с лишним. Поэтому давайте посмотрим темп, с которым действительно можно работать этим компрессором. Скорость набора после 120 PSI можете оценить вот сейчас. Основные же характеристики я укажу в описании к ролику. Здесь мы сосредотачиваемся на потребительских. По шумности в работе, хоть он и относится к тихим компрессорам, я бы сказал, что это обычная громкость работы примерно мелкого 10-литрового компрессора. Компрессор сухой, поэтому от него какой-то особой производительности мы не ожидаем. Горячий воздух от системы охлаждения выходит с этой стороны, это нормально, так написано в инструкции. Ну что ж, поехали, посмотрим, с каким темпом мы можем работать, не перегрузив его по воздуху. Еще раз повторюсь, обращайте внимание на падение давления при каждом выстреле. Таким образом вы поймете, чего стоят эти 10 литров в работе. А сейчас я попробую работать именно с тем темпом, который нужен для того, чтобы давление не проседало, а держалось на одном уровне. Вот примерно тот самый темп. Да, примерно выстрел в секунду. Выстрел в секунду этот компрессор тянет. В целом мы видим, что этот компрессор подойдет для работы с пневмоинструментом. Финиш-туннелер он тянет. Я бы не сказал, что я бы рекомендовал его прям для постоянной работы, но как резервный он вполне себе сойдет. Таким образом, для моих общих задач он в целом подходит. Для какой-то постоянной профессиональной работы пневмоинструментом, естественно, рекомендовать его я не могу абсолютно и совершенно. Учитывайте, это аналог 10-литрового маленького сетевого компрессора. И относитесь к нему соответственно. Показывать, как я буду продавать им радиатор своего рама, я не буду, но поверьте, я буду делать это с удовольствием. Спасибо, друзья, за внимание и всего вам доброго.